Обычная семейная пара из Тулы решила отправиться в кругосветное путешествие. Свою поездку Александр и Екатерина снимают на видео и выкладывают в блоге, где сейчас находятся наши путешественники и куда отправиться дальше. Ну что, друзья, всем привет! У нас сегодня маленький юбилей, 30-й день нашего путешествия и 7-я страна. И мы прилетели в Боливию. Сейчас ищем такси и отправляемся в наши апартаменты. А до этого мы прошли 7 кругов ада, чтобы мне получить визу. Мы отстояли 10 очередей, прошли через 5 окошек. Вот, все это очень долго и затянуто, поэтому лучше оформляется это накануне, и будет, во-первых, бесплатно, во-вторых, не будет такого... Если вдруг кому-то нужны подробности, там ссылки, где, чего, ну пишите, мы будем отвечать на комментарии, будем вас направлять. А теперь выходим в город. 4200 у меня на часах показывает высоту. Дышится еще хуже, чем в Куско. Будем еще привыкать теперь здесь. В Боливии мы решили снять квартиру. Помыть, постирать все. Вот такие апартаменты у нас. Кухня. Возможно, что-то приготовим себе. Ванна, туалет и спальня. Вот с таким видом на город и на горы. Ну что, друзья, мы разместились. Квартира действительно классная. Да, уютно. Единственный минус было прохладно, но у нас есть обогреватель, и мы греемся. Да, мы ходили в магазин. Рядом с нами большой супермаркет. Мы не брали с собой камеру, ничего не снимали. Очень устали, но мы очень много чего купили. Сейчас примерно вам покажем, чтобы было понятие по ценам, какие цены в Боливии. Забегая вперед, скажу, что все, что мы сейчас покажем, оно стоило 5200 рублей. 5200 рублей. Это достаточно дешево, это то, что мы купили. У нас получается чесночок. Лепешечки у нас стоят 5, курс получается 10,5. 10,5. То есть лепешечки. 50, ну где-то 60. За 4 лепешки большие довольно, понимаете, дали 60 рублей. Да. Мясо. Мясо с косточкой мы хотим с вами какой-нибудь стульчик 51 практически. Ну это где-то 600 рублей. Здесь 600 по весу рублей. около килограмма. Сейчас скажу вес. 944 грамма. Да. 27. Называют цены, какие указаны здесь. Курс напомню. На 10,5 10,5 надо умножать. Ветчинка по 18. Томаты черри у нас 6. Картошечка нарезанная, почищенная 7. Это молоко. Молоко, наверное, ценника нету. По-моему, что-то было около 5, если нет. Морковка шинкованная 9,50. Курица. Где-то еще такая одна пачка. Курица стоит килограмм 48, а это 25 практически. Боливианов. Сырочек нарезанный 30,72. Лайм 0,73. Огромный авокадо. Надеемся, что он будет такой же вкусный, как в Перу. 16,37. Перец, ну, перец 6,20 копейки. Это мы для скидки купили. 24,60. Это один пакет. Саша, любимый Ох, это я обожаю крамбола с Шри-Ланки. Надеюсь, это будет вкусное. Я это пробовал, был не очень. Да. На Шри-Ланке пускай 8,14 стоит. Вот такие яички здесь у нас Это 30 штук, 42. 42. Это сколько получается? 420, ну где-то рублей 500. Где-то рублей 500, да. Яйца будут дешевые. Да, яйца. Пучок, просто гигантский пучок. Я не знаю, можно в баню ходить. За 4 боливиана. Это вторая пачка курицы. Курица, кстати, без кожи. Чисто ножки. Командир. Я думаю, что мы этого ждали. Ну, почти 41. Да, но дороже. Ну, дороже, что больше, чем у нас. Да, как будто бы в 2 раза. Вот, Да, упаковочка, да. во-первых, и объемнее. Мы приложим видео, сейчас будем отсюда запекать. Баклажан, пятерочка. Лучок. Вот у них лучок, который красный стоит почему-то дешевле, чем белый. Капуста, это не капуста, да? Что там другое? Типа салата, да? Такая такая. Да. Кабачки. 7. 7,15. Так, это у нас Ваниш? ваниш. 30, кстати. А здесь не очень выглядят. Ну, надо такие, на то не купил, здоровые. 5. Водичка. 6,80 газированная. Вот. Итого, все, что на этом столе, получается 429 боливианов. 5200 рублей. Вот так вот выглядит сырочек камамбер. Запах непередаваемый, просто пахнет коровой. Ну это я побольше он. Ну, раза в 1,5 точно от больше. Да, побольше, потяжелее, такой он мягенький. Сейчас с этими помидорчиками. Хлебушком. Да, кстати, у нас кухня полностью оборудована, даже есть аэрогриль. Сейчас мы здесь это все дело и приготовим. А самое главное достоинство этой квартиры
По этому критерию мы, в принципе, ее и выбирали, чтобы это было обязательно. Это вот такая стиральная машинка с сушкой. Вы понимаете, сегодня 30 дней нашего путешествия. Конечно, мы носили их в прачечной, но особенно последняя прачечная, оставляет желать лучшего, вещи нам немножечко даже подпортили. Так что будем приводить себя в порядок. Сейчас я вам покажу, какая красота получилась. Запах. Прям правда молока. Что, сюда прям надо стоять? Ну, я думаю, да. Вот так мы сегодня отмечаем месяц нашего кругосветного путешествия. Скромненько, но очень со вкусом. Мне так хочется все это попробовать. Ну что, друзья, всем привет! Привет, привет! Сегодня 31 день нашего путешествия. Мы идем по Ла-Пасу. По-моему, это все-таки не столица. Ну, в разных источниках по-разному говорят. Вроде как то ли столица, то ли не столица. Боливии. Погодка солнечная, но не жарко. 15 градусов 15 показывает. градусов. Да. Вышли мы покушать. Нашли на Google Maps более-менее ресторанчик по отзывам. Идти 6 минут. Вкратце о районе. Живем мы в районе. Ссылочка будет внизу. Название я забыл. Но не раз упоминалось и при съеме жилья, и так читали всякие отзывы, что этот район безопасный. Мне все повторяют, что район очень безопасный. Соответственно, наверное, есть какие-то районы Другие очень опасные. За территорию этого района мы еще не выходили. Живем мы, ну, как я понимаю, в элитном доме. Наш даже не последний этаж, да? У нас, я не знаю, наверное, этажей 20, наверное, в доме. Да. Такая новостройка, высотка. За 5 дней мы отдали $175. Да, после Перу это даже дешево. Хотя условия, конечно, на порядок выше и лучше. Вот. Сейчас покажем вам, что мы будем кушать. Хотим попробовать что-нибудь национальное, традиционное. Возможно, будет Надеюсь, сегодня без крыс, Саша. без хомяков, без куев. Альпака, а вторая как? Лама. Лама. Здесь вроде они любят есть ламу. Ну, посмотрим. Какое интересное место. Тут концепция такая. На человека, как мы поняли, стоит 85 боливианос. Это у нас сколько, если на 10? 1000 рублей где? 800 тысяч рублей на человека. Можно выбрать либо суп, либо салат. Потом можно выбрать одно горячее. Мясо либо рыба. Мясо, рыба, либо вегетарианское блюдо. И можно выбрать один десерт. Вот. Какой-то приветственный нам дринк принесли. Катя, походу, манго. сладкий, да? Да, Манго, что-то. но, видимо, с сахаром. Да. Похоже, мы откажемся. Ну, сейчас посмотрим, что мы выберем. Дополнительно к напиткам приветственно принесли еще булочки и соус. Ну, не знаю, возможно, он, конечно, очень острый. Сейчас попробуем. В плане меню и напитков, ну, алкоголь мы не смотрели, а кофе стоит порядка... 180 рублей капучино. Да, то есть для заведения это вообще недорого. Это не просто остро, а очень остро. Это прям вот Прям так вот. чили-чили. Вот так вот это даже много. Да. Итак, принесли наше первое блюдо. Это суп арахисовый с говядиной и сверху луковая стружка. Будем пробовать. Супчик вкусный, насыщенный арахисовый вкус, но говядинку я там не нашел. Наверное, просто бульон, наверное, на говядине сварен. Принесли нам второе. У меня говядина с сыром, луком, картофелем и чем-то еще. А у А у Катюши... меня рыба тоже с овощами и какие-то черные штуки, похожие на грибы. Но точно я не знаю, что это. Похоже на уголь или на гренки, которые сгорели вообще. Будем пробовать. В этом заведении интересный интерьер.
то ли выставка, то ли продажа этих сумок, здесь разных сувениров. Принесли десерты. Катя очень рада. Я очень рада. Рада она почему? Потому что я ей отдаю свой десерт. Да. Я с ее дня рождения не ем сладкое. А я вчера и сегодня ем. Сейчас расскажет, наверное, как Да, вкусно или давайте нет. попробую. Напоминает мороженое, очень нежно. Ну-ка, а вот Вкусно. это вот. Шоколадный бисквит. Ну, тоже довольно-таки вкусный. А вот это беленькое. А это белое что-то похожее на мороженое, мне кажется, да. Сорбет. Кисленький. Ну, в общем, мы довольны. Да, очень вкусно. И вторые блюда тоже были вкусные. Говядина, амазонская рыбка. Все Да. было вкусно. Так Нам что мы понравилось. довольны. Да. Приходите сюда. I like. Интересно, что там происходит. Девушка стоит в такой позе и куда-то смотрит. Вот, мы что-то не знаем. Я предположила, что она стоит и молится. Может быть, молится. Там вон вдалеке министерство чего-то, каких-то дел. Ну, мы пришли в какой-то сквер. Точнее, не то, что мы специально сюда пришли, мимо проходим. Наверное, в другие времена включают фонтан, но не сегодня. Гуляем по торговому центру, куда вчера ходили за продуктами. Продукты здесь внизу, на цокольном этаже. Ну, в общем, если по ценам на вещи, то это примерно так же, как у нас в России. По джинсам, по кофтам. Вот, к примеру, кофта Zara. Ну, примерно Где-то такие. около 3000, да. Вот продуктовый магазин, в котором мы вчера были. Пришли кое-что докупить. Ну, наверное, самый большой здесь в округе, если верить картам Google. В принципе, есть все. И химия, и продукты. Вот, к примеру, местный алкоголь. Вино в среднем по 250 рублей. Что-то крепкое. В районе 500-600 рублей. Есть за 350, за 500, за 840. А вот с фруктами в этом магазине, ну или вообще, не знаю, как-то не особо выбор. Бананы зеленые, плюс-минус 50 рублей. Мандарины 75, 50. Ананас там лежит дальше, кстати. Выглядит аппетитно. 70 он выходит. Ну, где-то Килограмм. 80. Вот у нас, кстати, может быть, арбуз Да. совсем не привлекательный, с белыми семечками. Ананасы интересные, так вот в розовый цвет отдают. Вот они где-то около, наверное, 80 рублей стоят. Сейчас возьмем один, попробуем. Вот такие примерно цены по овощам. Умножаем все на 11. И получаем цену в рублях. Нашли обменник, но как бы не можем тут разобраться в курсе. Если доллар к местной валюте будет 1 к 7, то евро 1 к 16, а то и к 19. Не знаю, что здесь покупка, что здесь продажа. Доллар практически по одинаковой цене, что покупка, что продажа. А евро вообще как бы капец стоит. Сколько? Больше, чем в 2 раза, да, в 2,5 раза, наверное, да, в 3 раза. Ладно, пойдем менять наши доллары. К сожалению, GoPro села, поэтому снимаю на телефон на вытянутую руку. Не могу как бы терпеть и не рассказать, что сейчас с нами произошло. Мы стояли на кассе в магазине. К нам подошел, просто обратился, он стоял примерно за нами через одного человека. А человек, откуда он? Из Румынии. Из Румынии. Человек из Румынии. Начал что-то нам показывать. Типа, ну, как мы понимали, не платите. Официал, не официал, да, не платите долларами, Карты, не платите карты, да, платите там, типа, местными, как он называл, даже не боливианцев, это по-другому называл валюту. Ну, мы типа, окей, улыбались, окей. Выходим, вот то, что я сейчас до этого тут снимал, выходим, обменный пункт находим.
Подходим к обменнику, там написан курс 8. $1, 8 боливианос. Ну окей, подходим менять, она нам меняет по курсу, не по курсу 8, а меняет по курсу 14,50. То есть практически в 2 раза дороже, в 2 раза больше дает нам денег, чем по идее должна была дать. Мы опять встречаем этого человека, он уже, видимо, расплатился на кассе. И он опять что-то там окей, что там нам рассказывает. Ну, и потом мы разговаривались, он, короче, немного знает русский, у него то ли отец русский, то ли отец знает русский. Вот он сюда, Катя. Вот. И выясняется, что когда мы платим картой, мы платим по официальному курсу, по 8. А если мы меняем доллары бумажные на боливианосы, мы получаем в 2 раза больше, практически 15. То есть, грубо говоря, вот то, что мы вчера делали обзор на покупки, да, что не очень дорого. Что не очень дорого, мы отдали порядка $65 за все наши покупки, это было примерно 5200 рублей, то если бы мы $65 поменяли бы на боливианосы по неофициальному курсу, заплатили бы наличкой, то это было бы порядка 3000 рублей, около 3000 рублей. Просто уму непостижимо. Мы сейчас заходили, смотрим, там, ну, джинсы, там, да, Levi's, там, стоят. Ну, мы так прикинули, думали, 10 тысяч. Ну, там 8, 9, да. Там 9 там, тысяч. А, ну, как в России, как у нас. И видео так я и сказал, типа, ну, цены как у нас, вот в Заре как у нас, цены все как у нас. А по факту, если у тебя наличные доллары, то ты все это можешь купить просто в 2 раза дешевле. Воспользовавшись тем, что есть официальный курс и неофициальный. Это, конечно, фантастика. Здесь можно жить и не тужить. В 2 раза дешевле. Вот такие вот новости про Боливию. Наконец-то мы готовим завтрак сами. Сегодня будет чудесный омлет. Друзья, всем привет! Доброе утро! Сегодня 32-й день нашего кругосветного путешествия. У нас есть несколько новостей. Мы продлили нашу квартирку. Причем сторговались с хозяином. Нам сделали хорошую скидку. Теперь мы будем здесь жить еще, наверное, недельку. Будем отсюда посещать все достопримечательности. В планах у нас озеро Титикака. Как это называется там? Копакабана город. Копакабана, да. И соляная пустыня. В июне. В июне. Вчера было... А вот магазинчиком пришли. Вчера было спонтанное видео по поводу цен. Вот, конечно, действительно шок для нас был, что действительно так все можно дешево здесь покупать, если у тебя есть наличные доллары. Вот. Так что все цены, которые были в прошлом видео, они как бы не очень актуальны. Считай, в 2 раза меньше. В 2 раза меньше, да. Вот вчера у нас произошла определенная неприятность. У нас по одной паре кроссовок на каждого. И вчера мы их постирали в стиральной машинке, которая имеет функцию сушки. И они сели на размер. И чуть-чуть подразвалились. Значит, у нас первым делом сегодня план купить кроссовки. Мы пришли в специализированный магазин. Не знаю, есть там что нет. Сейчас будем смотреть. Пришлось вытащить стельки. И вот так вот и мы сейчас ходим. Вот, в планах сегодня еще посетить рынок ведьм. Покажем, что это такое. Аутентичное такое местечко в Ла-Пасе. Может, покатаемся на их фуникулерах. Тут такой общественный транспорт. Вот, присмотрел себе в Адидасах. Сейчас узнаю, есть ли мои размеры. Вот такие вот. И вот такие вот. Верхние стоят, наверное, около 7000. А нижние чуть дешевле. Помогите Кате выбрать, левые или правые. Есть такие, Есть такие. а есть такие.
Я определился. У меня вот такие. Вот такие вот. Короче, цена получается за обе пары 2298. Делим это на 14,5. И умножаем эту цифру на курс доллара нынешний. Ну, пускай 77. Получаем 12 тысяч за две пары. То есть 6 тысяч за пару. Зашли в кофейню. Взяли два капучино. Я не знаю, какой это, наверное, размер. Это как у нас где-то 350 стаканчики. Да, вот получается, вот он чек, вот цена в рублях. 138 рублей за большой капучино. До рынка ведьм решили дойти пешком. Примерно 40 минут нам идти. Погода шикарная. Чуть-чуть есть отдышка, потому что все-таки до сих пор мы до конца не привыкли. Да, кислорода все-таки не Все-таки хватает. не хватает. Так, для справки, в данном месте кислорода практически в 2 раза меньше, чем в Москве. Ну, если быть точным, на 40% меньше. Поэтому там, где нам надо было вдохнуть 1 раз, здесь надо 2 раза вдохнуть. Ой. В общем, идем к рынку ведьм и нарадуемся новой обуви. Очень удобно, вообще легкая. А нам просто эта обувь еще пригодится в одной из следующих локаций. Там надо чуть потеплее одеваться, чуть теплее, чем здесь. Вот. Так что сейчас вам покажем самую экзотику Боливии. Говорят, там будут даже сушеные маленькие альпаки. Да, какие-то органы, там, я не знаю, в общем, что-то очень-очень интересное. Так что, если вы ведьма или сочувствующие люди, подписывайтесь, будет сейчас очень интересно. Вот такая есть архитектура в нашем районе. Наверное, это что-то как раз вот, ну, если не колониальное, то близкое к тому. Все Везде тротуары чистота. чистенькие. Это не Азия. Здесь все прям очень чисто. Не знаю, видно, нет. Высота над уровнем моря 3784 метра. Мы уже далеко ушли от наших высоток. Надеемся, что это все еще безопасный район. Но я так подозреваю, что уже нет. Ну да, виды, конечно, тут похуже. В Ла-Пасе основной общественный транспорт — это вот такие фуникулеры. Подвесная дорога. Они имеют разные ветки, разные цвета. Вот, наверное, в какой-то день мы на них покатаемся. Говорят, там открываются шикарные виды на город, на всякие фавелы, кварталы. Когда-то мы зашли уже совсем Небезопасный район. небезопасный район. Запах отвратительный, мягко говоря. Как будто кто-то подворотник испражняется здесь. Не ходите сюда лучше, ходите по центру. Вот это уже Ла-Пас без глянца. Да, здесь все на полу лежит, и цветы, и овощи, и фрукты, и какой-то сыр, и рыба. Все подряд продается. Не знаю, куда столько цветов? Ну да. Зачем они их покупают в таком количестве? Не знаю, видно вам, нет, а вот сверху нависают бедные кварталы. Наверное, там еще беднее, еще хуже. А вот женщины типичные в своих котелках. Что-то мы их, конечно, очень мало здесь видим. Вот на рынке первый раз встретили. Смотрите, вот эта говядина, вот это вот это вот, мякоть, стоит дешевле курицы. Я не знаю, как это может быть. 17 за килограмм. То есть, если курица стоила 18 за килограмм, то вырезка говядины без костей стоит 17. Это какой-то вообще шок. 5 боливиан это 30 центов Ну вот ценники, за да. килограмм. Вот это вот надо разделить на 15 примерно и получаете цену в долларах. То есть 5 делим на 15
Ну, это 30 центов. Это 30 центов. Вот папайя стоит 30 центов. Ананас также. Вот так вот чистят ананасы. То есть вы получаете его абсолютно готовым к употреблению. Прекрасно. Друзья, свежая форель. Ну, такая не очень крупная. Наверное, килограмма по 1,5, по 2 она стоит дешевле курицы. Вот так вот, 15, короче. 15 боливиан она стоит. В общем, если бы мы составляли рейтинг самых дешевых стран, Для жизни. то Боливия была бы точно на первом месте. И в плане проживания жилья, и в плане продуктов, транспорт. Ну, форель, говядина, курица по цене, грубо говоря, 100 рублей за килограмм. Не знаю, куда дешевле. Да. Фрукты и овощи я вообще молчу. Там вообще по 30 центов за килограмм. То ли камни, то ли белая картошка. Нет, это какой-то корнеплод. Друзья, вот мы дошли до этого места. Здесь начинается этот рынок ведьм. Вот они, сушеные маленькие альпаки, мумифицированные. Ну, впечатление вам я не могу передать. Катя в шоке. Да, мое сердце разбито, это ужас какой-то. Вон там какие-то яички, не знаю, чьи висят. Черепки, мыши летучие. Это ужас какой-то, вот, посмотри. Пожалуйста, всех цветов. Любые. Вот, мы пришли на основную улицу ведьм. Там было только начало. Здесь, конечно, вон и поросята сушеные, или это щенята сушеные. Я не пойму. То ли крысы сушеные. У меня шок. Шок-контент. Не знаю, даже может быть, не знаю, прицениться, сколько это стоит. О, смотрите, это поросята, да, по-моему? Да. Да, вот сушеные поросята. Пожалуйста, пачка. Это прям сушеные. Вот для кого все это. Вот видео. Маленькие, Кать, мы тут маленькую альпаку купим. Сушеную. Да, вот все это здесь. Всякие зелья, на любой вкус. Приворот, отворот, заворот, поворот. Любые манипуляции можно совершить. Ну, зашли в такой райончик. Не райончик, квартальчик. И, конечно, наряды на любой вкус. Я не знаю. Любая ведьма обзавидуется просто. Очень красиво. Любые обряды можно проводить. А вот сушеная альпака готова уже к жертвоприношению какому-то. Наверное, будут сжигать. Магазин гитар, скрипок. Сейчас купили Кате маленькие сережечки. Под мой вот этот комплект. Да, под комплект вот этот. Вот такое ощущение, что здесь цены даже дешевле, чем в Перу. Да, Мы еще дешевле. дома посчитаем, потом скажем. В общем, за грамм серебра получается 60 Боливиан. боливиана, но мы еще торганулись от этой цены. То есть, ну, наверное, где-то, $4. Изначальный прайс получается, да? наверное, я так не могу посчитать, наверное, да. Сейчас покажу вам новое заведение, в которое мы пришли пообедать. Катюша вон сидит уже. Мы уже все заказали. Вот так здесь красиво. Кухня. Видно, как готовят. Принесли наши блюда. У меня стейк из ламы с картошечкой Под фри. яичком там он лежит. Да. Весьма А. выглядит сочный такой и мягкой. Салатик и киноа. Видимо, отварная. А у Кати... У меня форель, картошечка и тоже салат. Ну и как всегда они подали хлебушек. Да, хлебушек, стоимость не входит. В общем, общая стоимость этих двух блюд 160 боливианос. Это $10. Да, $10. Ну, то есть здесь стейки по 250 грамм где-то, большие, действительно. Вот такой вот стол.
Где-то получается 800 рублей. Принесли нам счет. Первое это вода 12 боливиан. Дальше идут основные блюда по 80 боливиан и сервисный сбор 17 боливиан. Итого 189, это ну чуть больше, там где-то даже нет, наверное, 15 долларов. Я считаю, что это вообще это супер дешево. Очень вкусно Было было. очень вкусно. Стейк был просто шикарный. Да, сочный, мягкий, вкуснейший. Рыба у меня такая же вкусная. Вот наряды для настоящих ведьм. Вот такой вот портал в Сан-Франциско. Видимо, идет какая-то реставрация, конечно. Леса немного портят вид. Вот так это выглядит. Локацию, естественно, тоже внизу вы увидите. Обычное кафе. Вы посмотрите, как выглядит. Какие столики. Кать, не хочешь? Милая. Кать, Прям не хочешь хочется посидеть чего-нибудь здесь кофе? Давай выпить. кофе попьем здесь. Да. Мы, наверное, остановимся, попьем кофе. Как приятно увидеть 50 рублей из России на другом конце света. Тут были наши. Solo dos cappuccinos con alguna música. No, Ok, no. enseguida está. В общем, мы не могли здесь не остаться. Очень приятная женщина нас сфотографировала. Мы заказали капучино. 2 капучино, получилось по 15. То есть по $1 кофе. Да, кофе по $1. Это сколько это вообще? 77 рублей сейчас по нынешнему Да, курсу. и он действительно очень вкусный. И его пьешь приятный. Вообще. Если вы пойдете на ту улицу, которую вы только что видели, вот эту колоритную, то в конце этой улочки вот это кафе. Налево сразу. Да, сразу налево. Локацию и название мы скинем. Будет внизу видео. Название площади, как обычно, внизу. Находится она недалеко от предыдущей улицы. Буквально 10 минут мы шли. Вот такой храм рядом. Какая колоритная одежда у некоторых местных женщин.